Привет, друзья! Вот такие вот виды теперь из нашего окошка. А такие они, потому что переехали мы в Подгорицу. Сколько уже? Уже 2 недели почти. И я ничего не снимал. Да. Ну, что за это время произошло? Ну, пока переезжал, во-первых, надорвал спину с чемоданами. Что-то там как прихватило поясницу, ужас. Потом словил какой-то, я не знаю, там омикрон, чешо. Ломило, температура 38, там непонятно что было. Ноги ломило, спину также. В общем, все полностью, тело. Валялся тоже неделю почти. И сейчас резко вот взял и выздоровел. Вот так вот. Далекие прогулки как-то пока еще не сильно способен, поэтому решил пройтись вот по району Старый Аэродром, где мы сейчас живем, и показать вам какие-то несколько красивых мест. Ну и просто ролик, чтобы не забыли про меня. Вот такие вот здесь новые дома строятся. Довольно красивые, интересные. Вот слышите, кстати, самолет. Потому что здесь находится посадка и взлет с аэродрома. Вот он полетел. Вот так вот. Их иногда слышно, но несколько раз в день. Так что это не сильно напрягает. Наоборот, даже что-то романтично, так, когда самолетики взлетают. Если это был бы какой-нибудь там аэропорт, там, не знаю, Хитроу, где там каждую минуту, тогда да, это ужасно. Иранская сирень зацвела. А еще в некоторых дворах здесь находятся вот такие вот сооружения бетонные. Угадайте, что это такое? А это, друзья, бомбоубежище. Оно вот так решеткой закрыто, чтобы туда не лазили. И вот таких я уже несколько штук здесь видел. Кстати, вот интересный дворик вот этот. Прямо райский садик. Аэродромская оаза здесь даже поставили. Кто-то разводил все это. Косят траву. Вот уже, кстати, распускают, смотрите. Вот эти вот, как их, юки, по-моему, юки. Они такими белыми колокольчиками пойдут. Вот здесь сколько. Это олеандр. Еще пораспускались. Вот такой вот садик. Видите, как ухаживают, здесь листики стригут. Здесь очень любят разводить розы. Обожаю гулять в таких старых югославских кварталах. Такая атмосфера классная. Все время иду и думаю, как здесь можно сделать красиво, если все это дело обновить. Шиповник расцвел.
среди таких югославских многоэтажек попадаются такие вилочки. Тоже довольно старые. Смотрите, что здесь написано «Бункерица». Вот за этими высокими заборами находятся участки для нулевого этажа. И вот здесь также, смотрите, какой огромный там. Вот такой еще один дворик. Смотрите, как здесь сделаны парковки, интересно. Так вот забетонированы. И здесь все хранят свои машины. А кто-то хранит свою машину очень давно. Просто бросил BMW. Вот, пожалуйста, еще один бункер. И здесь живет собачка. А здесь красивые ирисы цветут. Интересно, сколько здесь еще таких и что там внутри. Я пытался найти информацию, нагуглить по ним. Так ничего и не получилось у меня. Смотрите, какую там свалку устроили. Ужасную внутри. Этот бункер явно уже давно не пригоден. Смотрите, кстати, даже вот как вот бункер делали, да, вот эти вот бетонные клумбы. Здесь раньше росли всякие, наверное, растения, зелень, вот так вот. Да, площадка здесь грустная. А вот смотрите, видите, вот это вентиляционные грибки. И вон тот тоже. И вот что с вентиляцией бункера, вон, посмотрите. Она явно уже не работает. А нет, это, по-моему, для воды питьевой фонтанчик, что ли, да? Старый. Ага, вот что здесь. Туда была лестница. Это что ж там такое? Да, это тоже вот этот вент-канал. И здесь вот выход вот из бункера, вот из того. А вот здесь уже, видите, как делают такие вот тротуары новые. И вот здесь интересный тоже дворик, смотрите, с березками. Вот с этими штуками, забыл, как они называются, эти агавы. И вот с такими сумасшедшими просто белыми розами, шиповником. Что это вот такое? Он уже почти отцветает. Есть здесь лавочки. Явно не для комфортного сидения. Такой вот здесь дворик. И вот такой добротный югославский дом. Хотя, может быть, это уже где-то в 90-х построено. Так, в 90-х-то была Югославия. Что-то я забыл, кто когда отделился. Такие вот здесь вот вьющиеся розы еще. Но они уже немножко подвяли. Такая вот лавочка из палетов. Все обклеили. Ой, мусор это, смотрите. Хотя мусорка стоит, он. Все засрали. Тут сербский флаг раскрасили. Здесь такая красота. И из этого дворика, ну, смотрите, как все туйки высохли. Мы выходим на центральную улицу.
Здесь вот такая вилла находится тоже вот за этим забором. Центральная улица, и вот туда вот железнодорожные пути и центр Подгорицы, собственно, где-то минут 15 таким нормальным ходом. А вот здесь вот находится слева район Коник цыганский. Там живут цыгане очень много. Это вот, собственно, граница, вот старый аэродром, Коник. И дальше дорога вот куда-то уходит туда, в горы, куда мы обязательно потом пойдем. Вот около домов сделаны такие вот навесы от солнца. Все в зелени. Очень красиво и комфортно. Ну, хотя, правда, вот, конечно, огромная парковка между домами. Вот этот дом, кстати, смотрите, что-то такое безумное вообще. Вот такой дворик набрели. Деревца вот такие хиленькие в бетонных таких коробках. Все в бетоне. И кафешки. Представляете, какой вечером здесь вот гул, шум от этих кафешек, даже если там музыка так тихонечко играет, но все равно слышно в этом дворе. А здесь посмотрите, снова вот такая же организация пространства. Здесь многоквартирный дом, а на первых этажах такие вот сады. А вот так вот выглядит вход в дом. Смотрите, какая красота. Здесь очень много разных граффити. И опять сердце из-пред мозга. А вот здесь вход более грустный. Там красиво было засажено. Смотрите, какие интересные дома. У кого-то вход в сад находится на уровне здесь, а где-то надо вот подняться. И вот там вот сверху еще один проход находится. И вот если посмотреть вот с той стороны, вон в тех домах тоже на первых этажах есть сады. Вот это тоже самый странный дом с непонятной задумкой архитектора. А вот здесь сразу за этим бордюрчиком начинается такой частный сектор. Перспектива. Здесь тоже новые дороги, новые тротуарчики и красивые благоустроенные участки. И еще везде поют птички. А так вот, если идти все время прямо, можно через весь старый аэродром почти дойти. А вот это вот улица бульвар Бароза Тито. Смотрите, какие здесь красивые виллы находятся. Пальмы, магнолии, розы. Довольно интересная попадается архитектура. Такая странная. Странная и интересная, не отталкивающая. Смотрите, сады.